Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PROM в GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PROM в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в GetCourse, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PROM. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт PROM к системе Apex Drive. Для того, чтобы получить актуальный API-ключ, вам необходимо обратиться в службу поддержки PROM. После того, как вам предоставят API-ключ, скопируйте его, вставьте в текущее поле и нажмите «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Теперь необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе необходимо подключить ваш GetCourse к системе Apex Drive. Для заполнения домена и API-ключа необходимо перейти в личный кабинет GetCourse. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы скопировать API-ключ, вам необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в справке в настройках приема данных GetCourse. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. В этом месте необходимо вставить ваше доменное имя GetCourse. После перехода скопируйте API-ключ и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». Обратите внимание, что данная ошибка возникает по причине того, что данные в GetCourse передаются сразу вместе с дополнительными символами в сумме. Чтобы это исправить, добавим еще один блок «Форматирование». Выбираем переменную со значением «Сумма». Выбираем действие «Преобразовать в число». Далее нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки GetCourse, удалить ранее назначенную переменную и вместо нее назначить переменную, которая была создана при помощи блока форматирования.
После того, как вы внесли изменения, кликаем «Продолжить». Теперь пробуем отправить тестовые данные повторно. После успешной отправки переходим в GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!